Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас, о каких-то нюансах, событиях. Все же мы все разные. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время, вместе поразмышляем и какие-то подсказки все-таки вы для себя наметите или сумеете просчитать, будет возможность какую-то свою ситуацию жизненную на пару шагов вперед. И основные вопросы мы зададим. Это что важно знать и каковы неожиданности. Итак, первая карта. Общий фон недели или что важно знать, или ваше настроение, мои дорогие, как видят карты для вашего знака зодиака. Вот хочу отсюда достать карту. Вот так. Чего не избежать? Неожиданности. Чему сейчас не время? Или что может помешать? Что будет вам помогать? Достанем карту «Что скрыто». Может быть, чему-то вы не придаете значения. Или от вас скрывают. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Денежная энергетика на неделю. Личная жизнь, как видят карты. Итак, что же важно знать? Посмотрите, туз жезлов. Точно, тут есть то, что важно знать. Сама по себе информация, новость или какое-то ваше решение. Или все же туз жезлов. Жезлы – это у нас огненная энергия, возможности какие-то у вас открываются. Или, ну, как минимум одна, значит, будет возможность решить тот или иной вопрос. Согласовать документ, оформить что-то. Или подписать, может быть, важный документ. Или это ваше решение о намерениях дальнейших. В каком направлении я двигаюсь, такое тоже может быть. Или важное решение о переезде. Или когда вы точно знаете, как вот, чем я буду заниматься. Или чего я точно не хочу в своей жизни, чтобы оно повторилось. Это тоже такая, знаете, как пересмотр своих позиций и намерений и целей на будущее. Вот такая метаморфоза даже может произойти. Как-то, знаете, кардинально, с учетом как раз начала эпохи Водолея, и Плутон в вашем знаке новый вкус свободе дает, и поэтому тут как-то планы ваши могут для кого-то из вас, по крайней мере, на 180 градусов даже измениться. Давайте мы посмотрим, чего не избежать. Неожиданности. Меч у нас выпадает, мечевая, точнее, карта, паш мечей. И это, знаете, вообще это рационализм, логика. И когда вы ищете какую-то правду, истину, может быть, конкретно работаете с документами или готовите какой-то документ, или есть какой-то вопрос в любой сфере жизни, когда я должен знать, что есть по факту. И вот от этого как будто отталкиваетесь. С учетом туза жезлов, правда, может прийти та информация, как... Знаете, случайно узнаете какую-то тайну, то, что раньше было скрыто, или то, что, может быть, просто вы чему-то не придавали значения, а здесь вы увидите какие-то обстоятельства в другом ракурсе. Это может быть и связано с конкретным человеком, который какое-то заявление делает или приносит вам новость. Или вы наоборот, человек приносит какую-то новость, кстати, а вы ее начнете додумывать, может быть, искать, смотря чего, что касается. Будете искать, например, насколько это согласуется с законом, или, как это может проиграться в моей жизни на последующий период, стоит ли мне рисковать, соглашаться на что-то, или наоборот, от чего-то отказываться. И вот вы случайно, проводя вот такие измышления или... проводя, может быть, поиск нужной информации, вы натолкнетесь на какую-то истину, и для вас это может быть как отправная точка вообще какого-то, словно разворота к чему-то другому. Вот такое тоже есть. Вот истина, правда в неожиданностях, которая к вам приходит буквально. И этому как будто нужно доверять. Или вашим конкретным намерениям
тоже нужно доверять, чего-то не нужно упустить. Единственный момент, нужно быть реалистом. Все же карта, любая карта мечевая нам говорит, что есть в реальности, и мы надеемся сами на себя. Но мечи – это ваша сильная позиция. Мечи – это воздух. Если мы говорим про интуицию, то здесь вообще что такое интуиция? Это где-то наш интеллект и предыдущий опыт. И когда мы соединяем одно и другое, мы умеем правильно просчитать свои шаги. Опять же, какая-то конкретика. Нет здесь чего-то такого, ну, знаете, из разряда непознанного. Нет, тут более чем все реально. И у вас в этой неделе могут быть какие-то новости все же или решения, которые вам дают ориентир на будущее. Чему сейчас не время? Проявлять где-то волю, настойчивость, настаивать на своей позиции. Правда, тут поиск информации, мы только что сказали, да? Или соглашаться, может быть, все-таки это у нас карта император. Это, с одной стороны, карта власти. Мы не идем против власти, мои дорогие. Мы не идем против течения. Вот есть такая фраза. Или мы уважаем систему иерархии, и тогда система уважает нас. И даже если вы принимаете кардинально противоположное какое-то решение, ну тогда как минимум не настаивать, не доказывать, понимаете, не противопоставлять какому-то себя порядку, традициям или, ну, укладу, может быть, даже. Вот, но не время, как и спорить с сильными мира сего, правда? Так и самому думать, что я вот сейчас смогу кому-то что-то доказать. Тут только можно, видимо, обострить какую-то обстановку, потому что, вот смотрите, может быть такой момент. Все же карты, они есть такое небольшое противоречие, правда? Мы говорим в неожиданностях паш мечей, и это какую-то правду вы узнаете, истину, разными путями, методами и так далее. Но есть и ваше решение, именно скорее оно будет основано на какой-то правде. Но сказать, что ее надо транслировать, в позиции нам выпадает император, а это марсовская энергия. По императору овны у нас проходят. И это импульс, и такое намерение, только вот полный вперед, и все. Смету на своем пути, все хорошо, значит, все смету. Или что-то получится. То есть есть элемент, когда мы где-то рискуем. Так вот, не время рисковать собой. И уж тем более, если судьба нас сталкивает в решении тех или иных вопросов с чиновниками, у которых есть и сферы влияния или рычаги каких-то, да, управлений в руках, или что-то они могут вам, ну, со знаком минус сделать. Или, может быть, вы настаиваете на одном, не видите полностью ситуацию в каком-то объеме, или как она будет развиваться дальше. Нам ведь карты не говорят, почему вот именно не время спорить-то, вот, или настаивать на своем, или идти против, как будто, да, течения, или против власти, против структуры, против каких-то укладов. Но, может быть, и где-то ситуация в последующем вас вынудит выходить красиво из какого-то создавшегося положения, и, может быть, на этой неделе не должны себе обострить эту обстановку, чтобы потом было сложно сделать какой-то маневр, себе потом в будущем где-то не навредить. Вот будьте внимательны. Не время, может быть, знаете, карта еще говорит, проявлять свои, ну, в смысле амбиции. Это все-таки статусная карта, и для кого-то из вас это могут проходить как получение должности. Может быть, вы недавно приступили к новым обязанностям, и вы находитесь как бы на ступень, на 2 или больше, выше, чем в какой-то недавний предыдущий период. То вот командовать парадом буду я, так тут тоже говорить не нужно. То есть вот с элементом, ну, где-то такого напора, агрессии не должно быть от вас заявления, мои дорогие, в целом. Что же помогает? А какой-то печальный опыт. Причем мелочь какая-то. Нам говорят не о чем-то крупном, посмотрите. А помогает как раз больше где-то, даже если вы будете транслировать миру, вот как этот иерофант, обратите внимание, иерофант изображен на этой колоде, как ни странно, и он горюет по ерунде, по 2 кубкам. А 3-то у него стоят полных. По сути дела, у него сейчас все хорошо, стабильно, а вот какая-то хандра накатила. Мои дорогие водолеи, я бы вот, глядя на все эти карты, вы правда можете столкнуться
самодурством начальника. Вот ей-богу, можете. И причем правда-то будет за вами, но транслировать ее как будто не нужно. Не нужно спорить с тем, кто, ну, где-то сильнее вас на данный период времени. Здесь лучше отойти от дел, буквально, сыграть из себя какую-нибудь, извините, вселенскую скорбь по какому-нибудь пустяку. И как будто оставаться вот так в тени и просто наблюдать за тем, что происходит вокруг. При этом сохранить какой-то свой интерес, ваши позиции, намерения, вашу правду, но не обострять какую-то обстановку. У вас сильная позиция, но как будто из-за пустяка вы можете себе помешать. А тут вот как раз, ну, будьте актерами, в конце концов. Хотя, может быть, среди вас как раз и есть таковые. Но даже те, которые с актерским мастерством не связаны, значит, придется осваивать полезная вещь. По крайней мере, иногда не создать себе каких-то ненужных противоречий. По крайней мере, об этом нам говорит карта. Буквально, вот сядь и никуда не торопись, да? Изобрази легкую задумчивость, что есть о чем подумать. И тогда какая-то гроза, может быть, пройдет стороной. Или, может быть, тогда легче будет пережить какие-то всплески или, ну, какие-то ситуации, которые тоже будут связаны с тем, что мы не сможем изменить. Все-таки карта власти, понимаете, чему сейчас не время. Вот с сильными мира сего спорить нет. Может быть, у кого-то это банально, ехал за рулем, превысил скорость и столкнулся. Иногда по этой карте могут проходить как раз вот инспекторы, которые контролируют движение. И попадется такой, который, ну, с большим опломбом. И может быть, и правда-то на вашей стороне. Значит, вам сыграть придется и сказать какую-нибудь, выдумать там первую попавшуюся в голову историю, что у меня сейчас все так плохо, наговорить, я не знаю, каких-то небылиц, чтобы вам не хотели люди навредить, а чтобы люди вам захотели помочь, мои дорогие водолеи. Очень интересный у вас расклад. Играйте, будьте актерами, если жизнь ничего другого не оставляет. Что скрыто? Ваша сильная позиция. Вот, правда, вы какую-то свою позицию просто должны сохранить на этой неделе. И хоть камни с неба. И себе не навредить. Видимо, на последующий период для вас это будет важно. Что скрыто? Ваше намерение, кстати, вы должны скрывать. Вот, может быть, поэтому нам и говорят, сыграй лучше. Лучше изобрази легкую задумчивость и никому ничего не рассказывай. У нас Иерофант сидит в молчании, обратите внимание. И тогда по королю жезлов, видимо, продвинуться, как ваши намерения, цели, вы сможете получить и должность, и дальше как-то развивать у кого-то творчество, кто-то делать в дальнейшем карьеру, как будто вам вот именно это молчание и вот такая легкая задумчивость на этой неделе просто помогают. Ну или актерское мастерство, если вы сталкиваетесь с людьми с каким-то дурным характером, и тогда нет смысла доказывать, тогда лучше играйте. Странный расклад, но карты таковы. Вот они такие выпадли, что есть, то я вам и рассказываю. Дела, работа, бизнес. Вот, наверное, теперь понятно, почему вам предлагают быть великим актером. Семерка жезлов. Вы знаете, по семерке жезлов, вообще семерки это... Если мы говорим, все движение происходит в 6 стадий. Почему любая карта 6 – это завершение или победа своего рода в картах Таро. И следом по нумерологии идет 7. Так вот 7 – это пауза всегда, это перезагрузка. Нам говорят, возьми паузу, сделай перезагрузку, потому что тут больше как будто от вас хотят люди, к примеру, если мы говорим про эту карту. И вас могут к чему-то склонять, вам могут что-то доказывать. Вокруг вас вообще на неделе может быть очень много людей. Вы можете находиться в центре внимания. Вас может, знаете, такой турбулентный поток закрутить, что... Почему именно теперь от меня всем все надо и именно в короткий момент? Или какие-нибудь документы, которые мне приносят и говорят, что это нужно было сделать вчера. Вот что-то такое.
И нам говорят, держи нейтралитет, держи паузу. Не включайся в доказательства, ведь это, по сути, карта соревнования. Нам карта это предупреждает, да. У тебя хватит сил выдержать какое-то, как и напряжение, физическое, эмоциональное, но вопрос целесообразности. А надо ли в этом участвовать? Лучше отступи полшага назад. Имей вот это пространство для маневра, чтобы не включиться в те дела, вопросы, которые более кому-то нужны, чтобы не втянули в какие-то разбирательства по этой карте и по всем картам остальным. Мои дорогие, бывает такая ситуация, когда двое как будто ругаются, а виноват будет третий, который сидел рядом или случайно вошел в кабинет. Вот какая-то подобная нелепая ситуация, мелкая, у вас может сложиться на этой неделе. Или будут действительно вас пытаться настаивать, чтобы вы в чем-то проучаствовали. Может быть, если нельзя сыграть и нельзя выкрутиться, какой-то нейтралитет всегда можно найти. По крайней мере, вот это пространство, о котором я сказала, оно должно быть у вас всегда. А если мы очень быстро на что-то откликнулись, не успев додумать, или начали с кем-то спор, начали доказательства, какие-то доводы, аргументы, факты, да, мы начинаем сыпать. Все, мы уже входим в своеобразный раж, и мы не можем остановиться. И вот это все будет мешать, понимаете? Мы не знаем пока с каким человеком вы столкнетесь. Есть же люди, которые умеют не транслировать свои мысли, а им что-то не понравилось, а он потом отомстит. Тихо, спокойно, но припомнит. Может быть, вы с такими столкнетесь. Поэтому как будто непонятно, по какой причине карты не говорят, но обострять обстановку – это все равно, что себе портить на будущее. Финансы. Старший аркан у нас выпадает, мои дорогие, как раз напротив императора. Значит, вам надо самому быть императором, но императором-отшельником. Отшельник – это мудрец. И нам не говорят, что именно на этой неделе приходят деньги. Нет. Но какие-то ваши финансовые вопросы карта советует решать мудро. И, кстати, руководствоваться не просто как будто, может быть, это вы решаете что-либо по заработкам или что-то приобрести, и, возможно, варианты, какие-то цены. Но отшельник – это для него что? Духовность, истина, его какой-то жизненный путь, самое главное. А деньги – это вообще вторично, потому что он ведь дервиш, ему не важна какая-то материальная составляющая. Мы, понятно, не отшельники, но тем не менее где-то быть на своей волне определенно стоит. Знаете, мои дорогие, в Водолее есть такое еще значение, и я его должна озвучить, как будто у вас должна быть заначка. Вот есть такое слово, и лучше его не скажешь. Может быть, есть и другие синонимы, но я надеюсь, вы меня поняли. Как будто должна быть какая-то, по крайней мере, не помешает, когда эта карта выпадает на деньги, чтобы у нас была какая-то сумма, которую знаете только вы, которая принадлежит только вам. Вот и продумайте вот эту ситуацию. Для кого-то из вас это может быть как совет, как будто это будет иметь значение для вас самих, для реализации, может быть, ваших планов. Вот что-то такое. Я не призываю никого обманывать, но как будто перераспределить финансовый свой собственный поток или подумать об этом определенно стоит. Потому что есть какая-то идея у вас как будто. И что такое деньги? Если мы говорим о каком-то накопительстве, деньги ради денег, они никогда не идут в плюс. Деньги – это взаимодействие, один из способов взаимодействия с миром. И, может быть, как раз поэтому вам говорят, это будет важно для какого-то вашего жизненного пути, развития. Может быть, это у кого-то плата за обучение будет, или какие-то курсы вы себе хотите позволить, или изучение чего-либо, которое для вас и всегда хотелось, и для вас это очень важно. Вот какая-то ваша идея, мысль, которая именно вам принадлежит, она как будто должна быть продолжена, и где-то это идет с денежным подсмыслом. Какие-то финансы могут быть увязаны. У кого-то это может быть связано с приобретением недвижимости даже. Да, я хочу поменять место жительства, уехать из этой территории куда-то, и мне нужны деньги. И может быть, тут как раз продумать эти способы. Вам карта говорит, начни думать, начни как-то двигаться в этом направлении, потому что если ничего не предпринимать, то, понятно, ничего мы не получим, у нас ничего не состоится. Тут есть в чем-то смысл, это точно. И, может быть, начинается у нас
с туза жезлов. Какое-то важное решение вы как раз и можете принять, и оно будет замыкаться, может быть, на решении финансовых вопросов. И тогда не время настаивать, а лучше как-то сделать красиво. Или если мы говорим, чтобы себе, допустим, столкнувшись с тем, и другая уже ситуация на работе, если мы говорим отношения с руководством, тут правда не стоит себе обострять, чтобы впоследствии это не ударило по карману. Может быть и так, вот нам говорят. Будь прозорлив, внимателен, чтобы все у тебя было под контролем. Не создай себе каких-то препятствий искусственных из-за того, что возник какой-то спор. Вот будьте дипломатами, это факт. Личная жизнь. Но вместе с тем, мои дорогие водолеи, хоть и такой достаточно своеобразный прогноз, и я надеюсь, вы сумеете переложить на свою историю. И вместе с тем не стоит себе создавать какую-то глубокую философию, искать черную кошку в темной комнате, ее там нет. В личной жизни, может быть, это у кого-то касается вопросов семьи. Вам нужно принять решение. Или ваше какое-то, мои дорогие водолеи, решение вам нужно либо озвучить своим близким, либо оно должно быть с ними согласовано, и вы не знаете, как к этому подступиться. А нам карта говорит, да вот есть какая-то реальность. И не нужно здесь переводить в какую-то вот то, что есть по данному факту в конкретное время или какой-то материальный вопрос. Его тоже в плоскость чувств переводить не нужно. Нужно увидеть вот эту реальность. Нам показана девушка с завязанными глазами, которая, ей кажется, что вот вокруг холод, ее никто не понимает, ей некуда идти. Это, знаете, как мне холодно, мне одиноко, я один на один с какой-то, тяжелой действительностью, реальностью, и мне страшно. А на самом деле нам карта о чем говорит? Сними эту повязку, реальность другая. Вот. Поэтому и у вас ведь сильная позиция, что скрыто. Посмотрите, это сам по себе король мечей. То есть это ваши намерения, цели, которые вы пока не видите, что на этой неделе могут осуществиться. Может быть, эта неделя такова. Может быть, это для вас надо научиться быть одновременно и дипломатом, сохраняя при этом свои позиции и намерения, быть великим актером, мои дорогие, и где-то отчасти великим манипулятором, для того, чтобы потом впоследствии быть императором своей жизни. Может быть, вот для того, чтобы как раз продолжить или создать, начать, может быть, какое-то дело своей жизни, вам и необходимо провзаимодействовать с окружающими после того, как вы в чем-то как раз уже определились или вам пришло какое-то предложение. Поэтому тут для всех, наверное, понимаете, и какова бы ни была ваша личная история, что будет важно? Не создавать того себе искусственно, чего нет в реальной жизни. У вас на неделе вот то, что происходит, вот как будто с этим и придется договариваться, обходить острые углы и не устраивать себе эту ненужную философию. Повторюсь, у вас сейчас очень сильная позиция, но, видимо, ее как будто надо укрепить, понимаете? У вас мало укрепить, так и не создать, как минимум на последующий период, себе каких-то ненужных проблем через людей, я бы сказала так. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.